Друзья, всем привет! Сегодня у меня на массаже Ксюша. Ксюша, скажи, ты была на массаже когда-нибудь? То есть, знаешь, что такое массаж? Потому что бывает... Ну, примерно, да. Ну, то есть... не часто хожу. Вообще пробовала массаж. Пробовала, да. И сейчас ты мне сказала, что тебе жарко. Очень. Да. И что же делать, когда очень жарко? Я использую охлаждающую эмульсию до-массаж. Я ее применяю в лимфодренажном массаже для улучшения оттока лимфы, но также во время загара или когда вот жарко очень, можно ее применять для того, чтобы ощущение вот это вот жаркости и вот это, я не знаю, там жара, оно уменьшилось. Я не знаю, помню, когда я применяла ее летом, наносила вообще на все тело, и было очень круто. Я чувствовала сильное охлаждение, без какого-то там водных процедур, без душа прохладного. Сейчас я тебе нанесу, но на все тело, я не знаю, вдруг ты правда замерзнешь, она будет охлаждать. Да не переживайте, я не замерзну. Да? То есть ты никогда не мерзнешь? Мне даже зимой жарко. Угу. Я окна открываю. Вот это да, здорово. И так с детства? Ну, с детства я не помню, конечно. Угу. Но, кстати, нога прям охлаждается. Да. Крутой эффект. Да, она еще очень хорошо от солнца защищает. То есть предотвращает образование пигментации и ожогов солнечных. А вообще, да, вот в жаркие дни, для тех, кто, знаешь, там долго сидит или стоит на работе, когда есть отек на ногах, это очень хорошее такое расслабление. Для мышц спины после тренировок тоже классно подходит. Эмульсия может здесь поработать пока в зоне голени и задней поверхности бедра. А я могу показать пока там массаж ягодиц, например, без масла, да? Так как сейчас у меня есть уже эмульсия на руках и чуть-чуть есть скольжение небольшое. Это как основа, не основа, а часть антицеллюлитного массажа, одно из движений антицеллюлитного массажа. Урок по антицеллюлитному массажу, коррекция тела вы можете приобрести на моем сайте курса массажа Ольги Бугановой. То есть есть такое онлайн-обучение по коррекции тела. Там собрано 5 методик по коррекции тела, 5 видов массажей. То есть в том числе и ручной массаж, и баночный массаж гуаша, палками и какой-то еще, в общем, 5 их штук там. И вы можете этот урок приобрести. Я буду всегда с вами на связи, буду вас поддерживать, курировать ваше обучение. И после обучения вы можете получить сертификат. Одно из движений. То есть есть такое вот движение, да, с подкожно-жировой клетчаткой, когда я работаю. Не больно? Нет. Ты мне говори, если больно будет, хорошо? То есть клиенту не должно быть очень больно, где-то вот на грани, да, что чувствительно должно быть, но терпимо. И вот я работаю сейчас с подкожно-жировой клетчаткой, и если я буду работать быстро такими движениями, это будет более бесполезно, чем я буду работать в одном месте и несколько раз, да? Что скажешь, Ксюш? Так чувствительнее, когда в одном месте и несколько раз, нежели когда я вот такие движения делаю. А так как будто щипают. Да. Так более как-то поверхностно. Все-таки я все равно добавлю чуть-чуть масла, прям каплю. И, конечно, при этом движении важно, чтобы я могла сделать захват. И здесь вот на Ксюшиных ягодицах я могу это сделать. Бывают ягодицы, когда я не могу образовать здесь валик из подкожно-жировой клетчатки, то есть я не могу валик сформировать. Это хорошо или плохо? Это говорит о том, что либо очень хорошо накачанная мышца ягодичная настолько, что там вообще нету подкожно-жировой клетчатки,
и тяжело прям, да, бывает такая налитая прям мышца. Но часто это говорит о том, что подкожно-жировая клетчатка достаточно плотная. И это бывает при избыточном весе, в основном при лишнем весе. И что тогда на помощь мне приходят другие техники по коррекции тела. Например, массаж банкой. Когда я не могу сделать вот этот валик, я беру банку или скребок, или мед и делаю это с помощью, я люблю банку, да, с помощью банки, например. Разогреваю эту зону, потому что наша задача как мастера разогреть проблемную зону, ту зону, где есть целлюлит, или ту зону, которую клиент хочет уменьшить, объем этой зоны хочет уменьшить. И важно ее разогревать любыми способами, то есть любым массажем, для того, чтобы улучшить обменные процессы в этой зоне, метаболизм улучшить отток жидкости. Но вот здесь, да, как-то так, даже гиперемия так появилась. Достаточно, я думаю, что чувствительно. Да, Да, но что... мне нравится. Да? Да. Мне нравится эта штука, то, что прям холодная. Угу. Она долго вообще держится? Вот так? Ну, вообще минут 20. Ты чувствуешь, что ты сейчас немножко охлаждаешься за счет У этого? меня икры вообще как будто холодные. Угу. Ну, а так, общее состояние. Да. Ты говоришь, что было жарко, сейчас Да, попрохладнее, да, есть. Да, Классная штука. угу. Даже не знала, что такое есть. Да. Есть также разогревающая, но вряд ли она тебе подойдет, да. Ну, сколько вот минут мы уделяем ягодице, да, и зоне боков тоже можно уделить какое-то время. Минут, наверное, там вот на данной поверхности, так как она не очень там большая, да, нет огромного объема, отложения подкожно-жировой клетчатки огромного, то минут 5 можно поработать, уйти на другую ягодицу, дать отдохнуть и потом вернуться еще минут 5 поработать. То есть одной ягодице можно уделить минут 10 вот в данном случае для того, чтобы был эффект. Ну и, конечно, я всегда прорабатываю смежные зоны. Всегда буду прорабатывать в таких массажах заднюю поверхность бедра. Здесь тоже важно правильно валик. Это уже больновато. Да. Угу. Вот это, да, сейчас. Угу. Правильно валик образовывать. Буду послабее сейчас. Тоже, чтобы не уставать, нужно в определенном положении тела это делать. Руки держать под определенным углом. Локти должны быть в определенном положении, чтобы я правильно могла образовывать этот валик. Пальцы должны быть определенным образом согнуты, иначе это будет просто поверхностный такой защип, и не будет глубокого ощущения такого. Это все я рассказываю в своем уроке по коррекции тела. Такое одно из движений. Конечно, эти движения очень хорошо сочетаются какими-то другими определенными тоже движениями по коррекции тела. Очень люблю я работать вот костяшками тоже. Но когда я работаю костяшками, для того, чтобы клиент чувствовал глубину и силу движения, мне нужно большое количество масла. Поэтому я сначала отрабатываю те движения, которые требуют меньшего количества масла. И уже после этого добавляю побольше масла и работаю костяшками, чередую с банкой, или со скребком гуаша.
как левую ягодицу, Она чувствительней. почему-то больноватее, чем правая. Да, это нормально, потому что у нас левая часть тела, за нее отвечает правое полушарие. Ну и правое полушарие, оно по-другому реагирует вообще на все. Думает по-другому, реагирует на боль по-другому. Поэтому, конечно, с левой стороны очень часто бывает болезненней, как правило. Редко бывает наоборот. Это все зависит от того, как реагируют наши полушария, какой сигнал они дают. То есть больно там тебе или там приятно, да? Я что-то вот сейчас делаю, да, на тело произвожу какую-то манипуляцию, и, естественно, все сигналы идут в головной мозг, и, по сути, наш мозг чувствует и говорит нам: о, там больно, там сигнал, или о, приятно. Ну, такие движения, да, они могут и на боках быть, и на спине. И, конечно, тоже нужно чувствовать, какое количество масла должно быть. Если его будет совсем мало, клиент будет ощущать как будто щипки, да, такое неприятное ощущение. Кожа будет немножечко, ну, как-то вот защипываться, да. А здесь вроде есть масло, но его очень-очень мало. И тогда я чувствую пластичность в движениях, и в то же время нету ощущения, что я кожу тяну. Ну и для такого массажа, конечно, который я сейчас делаю, я использую горячую эмульсию до массаж. Но сейчас я ее не буду использовать, потому что Ксюша не любит разогрев. Друзья, я заканчиваю. Переходите на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой. Ставьте лайки. Всем пока!